Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Израиль загнан в угол, и это может быть самым опасным моментом в современной истории. Каждый день во время войны его система противоракетной обороны сжигает 200 миллионов долларов. Но горят не только деньги. Запасы баллистических ракет – жизненно важное оружие, чтобы противостоять ракетному обстрелу Ирана. Опасно истощаются. На фоне паники были приняты крайние меры, втянувшие Соединенные Штаты в зону боевых действий. Вашингтон отреагировал. Ядерные объекты Ирана подверглись атаке. Но теперь вопрос в том, является ли это просто региональной эскалацией или началом чего-то гораздо большего. Почему это обсуждение важно? Потому что если ядерные бомбы действительно будут активированы, этот конфликт больше не за Иерусалим, Газу или Тегеран. Он становится затрагивающим всех нас. Один взрыв может стереть с лица земли целый город. Одно решение может уничтожить миллионы жизней. И в тишине мир, возможно, движется к Третьей мировой войне, и мы можем быть втянуты в нее. Но эта атака не возникла из ниоткуда. Все началось с одного жесткого ультиматума от Вашингтона и одного твердого отказа от Тегерана. Остальное было путем к открытой конфронтации. Угроза исходила непосредственно от президента Дональда Трампа. В непреклонном тоне, требующего от Ирана безоговорочной капитуляции и предупреждающего, что терпение Америки достигло предела. Но верховный лидер Ирана Айтала Али Хаминеи ответил твердо: если Соединенные Штаты нападут, то столкнутся с непоправимыми последствиями. Иран не отступил, и Трамп не блефовал. Вашингтон немедленно ответил реальной военной силой. Системы ПВО «Патриот» были развернуты в Израиле для перехвата волн ракет из Ирана и его союзников. Второй авианосец USS Nimitz присоединился к флоту в Красном море. Около 30 истребителей-невидимок F-35 были приведены в состояние повышенной готовности на американской базе недалеко от Тель-Авива. Во время этого обмена атаками Иран и Израиль занимались политическим лоббированием, общественным давлением и военными расчетами, что в конечном итоге привело к одному важному решению. Соединенные Штаты вступили в конфликт. Первая цель – ядерная программа Ирана. Были поражены 3 объекта – Фордо, Исфахан и Натанс. В ходе операции под названием «Операция Midnight Hammer» Америка задействовала 125 самолетов и бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, летающих под покровом темноты и несущих 6 бомб GBU-57, которые были сброшены на стратегические центры Ирана. Из-под моря военно-морской корабль США запустил более 30 ракет «Томагавк», которые поразили технические объекты. Эта атака была больше, чем просто военным ударом. Это был четкий сигнал о том, что Америка больше не будет сторонним наблюдателем. Теперь мир вступил в новую фазу, где грань между угрозой и полным уничтожением становится все более размытой. Американская атака на ядерные объекты Ирана произошла не просто так. Это была давняя мечта Израиля, ставшая реальностью. Основная цель Фордо – самый секретный иранский объект по обогащению урана. Считается, что этот объект, скрытый глубоко под горами и тщательно охраняемый, является сердцем ядерной программы Ирана. И есть только один способ уничтожить его. Бункерный истребитель GBU-57. Самое мощное разрушительное оружие, принадлежащее только Соединенным Штатам. Израиль знал это и нуждался в Америке, чтобы осуществить это. Но как убедить Америку нажать кнопку? Вот тут-то и вступила в действие тактика тени.
Источники в разведке говорят, что Израиль провел операцию под ложным флагом. Старый шпионский прием, когда одна сторона маскируется под другую. Цель посольства США в Тель-Авиве. Атака была объявлена делом рук Ирана. Была создана история. Американская общественность была направлена. Когда американцы считают, что их земля подверглась нападению, получить одобрение на войну становится легче. Эта тактика не только манипулятивна, но и опасна. Потому что один неверный шаг может спровоцировать глобальную войну, которую невозможно остановить. И самое страшное, мы никогда не узнаем, кто на самом деле выстрелил первым. После того, как 3 его основных ядерных объекта Фордо, Исфахан и Натанс были поражены, Иран не молчал. Иран официально объявил войну на морском фронте. У Ирана есть много способов отомстить. Американские военные корабли, плавающие в Персидском заливе, могут стать целями противокорабельных ракет или беспилотников камикадзе. Американские силы в регионе также находятся в пределах досягаемости прямых атак. С стратегической точки зрения Иран может закрыть Ормузский пролив. Жизненно важный маршрут для мирового экспорта нефти. Если мировые цены на энергоносители резко вырастут, международный энергетический кризис неизбежен. В воздухе Иран доказал свою способность, сбив различные американские и израильские самолеты и беспилотники. От Хермис-900 до F-35. Это говорит о том, что иранское небо больше не является безопасной зоной. А для Америки реальная угроза может оказаться ближе, чем предполагалось. У Ирана есть баллистические ракеты большой дальности, включая те, которые способны достичь городов в Соединенных Штатах. Если хотя бы одна ракета будет оснащена ядерной боеголовкой, Нью-Йорк может быть снесен. Но Иран не полагается исключительно на обычные силы. Его региональные доверенные лица также мобилизуются. В настоящее время только Хизбалла открыто атакует Израиль. Но мир наблюдает, присоединится ли к этому Хамас. Дипломатический Иран немедленно призвал Совет Безопасности ООН оказать экстренную поддержку, чтобы остановить американские атаки. И что еще более радикально, Иран рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Если это произойдет, мир потеряет доступ к международному контролю ядерной программы Ирана. Больше никаких инспекций и никаких ограничений на обогащение урана. Иран может законно и открыто разрабатывать ядерное оружие, не будучи признанным нарушителем. Атака США на ядерные объекты Ирана непосредственно потрясла мир. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скрыл свою радость, поздравив Дональда Трампа и назвав это смелым шагом для глобальной безопасности. Из Лондона премьер-министр Великобритании также выразил поддержку, назвав действия Америки решительным шагом по прекращению ядерной угрозы Ирана. Но не все согласились. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность. Это опасная эскалация в регионе, который уже находится на грани. Это прямая угроза международному миру и безопасности. Из Тегерана министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф решительно осудил действия Америки, назвав их нарушением международного права, разрушившим путь дипломатии. Мы никогда не отказывались от дипломатии. Но сегодня Америка разрушает ее ракетами. Мир теперь разделен. Те, кто видит войну как решение, и те, кто знает, что в ядерной войне нет победителя. Этот конфликт больше не является региональным. Россия начала высказываться.
Президент Владимир Путин напрямую потребовал, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гарантировал безопасность российского персонала, строящего 2 ядерных реактора в Иране. Путин также выразил Трампу строгий протест, предупредив, что если России не будут предоставлены гарантии, то нападение США будет считаться нарушением закулисных соглашений. Тем временем Китай тихо сделал ход. 2 китайских корабля радиоэлектронной разведки тип 855 и 81 Фаэй вошли в Персидский залив. Это необычные военные корабли. Они отслеживают коммуникации, оценивают направление конфликта и посылают сигналы. Пекин наблюдает с 2 мировыми державами, которые теперь серьезно относятся к конфликту. Термин, который когда-то был ограничен учебниками истории, теперь произносится вслух «Третья мировая война». Но есть еще 2 пути: эскалация или деэскалация. Если США продолжат нападать, Иран выйдет из ядерной сделки, прокси будут действовать бесконтрольно, а Россия и Китай напрямую вмешаются. Путь эскалации широко открыт. Но если дипломатия будет усилена, даже через глобальное давление и болезненный компромисс, возможно, мир все еще можно будет отвести от края. Но теперь вопрос в том, кто нажмет на курок, когда все пушки будут нацелены.